Этот игрок потратил миллион попыток на прохождение уровня. Знакомьтесь, это Le Chataign, и сегодня я расскажу его историю, которая проникнута безумством, терпением и настоящей болью. Начать хочется с того, что его прохождение отличается от любых других. Как вы себе представляете обычную подобную историю? Вот был один игрок и был один демон, и вот в результате их долгого совокупления появляется победная попытка. Да, было потрачено много времени, однако ничего особенного в этом нет, и как правило, такие победы достигаются излишней напористостью. Отличие прохождения от Le Chataign заключается не в миллионе попыток, а в нечто большем. Он буквально переступал через свою болезнь головного мозга и боль от нее, чтобы рано или поздно, не уповая, но надеясь на лучшее, дойти до гребаного конца. Его история, как по мне, наиболее трагическая и героическая, то, чего никогда не происходило ранее, однако давайте начнем сначала. Наш обсуждаемый игрок мало чем отличался от других. Он начинал свой путь на дряхлом планшете, к которому подключал мышь для комфортной игры, и поначалу играл в простые уровни. На первых порах ему покорился Forsaken Neon, и от него он хотел перейти к Insane Demon Rapture. К тому моменту его экстремальная версия The Rapture была уже верифицирована, и он решил пройти ее, подумав, что это легкий уровень. Пыль в глаза бросило название ролика с верификацией от Dolphy, где с вопросительным знаком стоял факт сложности. Это привлекло внимание Le Chataign, но поняв, что уровень слишком трудный для него, он решил больше в него не играть. Ранее он уже потерпел неудачу на Rapture, тот, который Insane Demon, и поэтому искал новый демон на прохождение. Даже на ранних этапах игры с ужасным откликом он пытался флюкнуть на что-то большее и сложное, так например на Plasma Pulse Final, который на тот момент входил в топ-10. Естественно, из этого ничего не вышло, однако желание прыгнуть выше головы оставалось с ним, и наконец оно нашло свой повод. The Rapture не оценивали долгое время, целых несколько лет, из-за чего все это время он стоял на первой позиции среди нерейтнутых уровней. Увидев это, Le Chataign понял его сложность, и у него загорелись глаза. На тот момент The Rapture мог входить в топ-3 демон-листа, и это естественно было далеко сложнее того, что он проходил ранее. И с мая 2020 года начинается его, как Le Chataign называет, путешествие с этим уровнем. Первые 100 тысяч попыток совершались Le Chataign на планшете с мышкой, но на 60 FPS. В дальнейшем условия изменятся, но показатель FPS останется неизменным. Сам Le Chataign оправдывал это тем, что просто не хотел переходить на больше FPS, однако скорее всего дело в другом, о чем я расскажу позже. Лишь на тренировку уровня он потратил целый месяц и 30 тысяч попыток, чтобы наконец поставить первый рекорд в 15% и прогресс 85-100. Он был невероятно счастлив ему, ведь понимал, что уровень преодолим для него, даже несмотря на мнение других. Le Chataign медленно, но уверенно продвигался, чтобы в июне поставить 22%, имея 48 тысяч попыток. И несмотря на уверенное продвижение, чуда не случилось. Последующие месяцы попытки фармились впустую, отчего стало ясно, что на планшете уровень невозможен. Тогда в октябре, через 4 месяца после последнего рекорда, он переходит на ПК, но остается на 60 FPS. В более лучших условиях и при 85 тысячах попыток он продвигается к 27% и делает 78-100. На удивление, несмотря на такие малые результаты, он действительно наслаждался игрой. Он видел, как улучшался в ней. Неудачи на прошлых уровнях замылили ему глаза, ставя под вопрос все его умение, но именно The Rapture вернул ему веру в себя. До рубежа в 100 тысяч попыток он смог преодолеть ран в 72-100% и сделать несколько траев, пройти вейв на 27% с нуля, которые, увы, не увенчались успехом. Такие малые рекорды в соотношении с попытками должны были дать Le Chataign сомнения в возможном завершении прохождения, и одного удовольствия от игры было недостаточно. У него появился идейный пример, похожая история, которая давала мотивацию идти дальше. Таковым примером была победа над Sonic Wave от игрока Mafia 450, совершенная в июле 2019 года за 600 тысяч попыток. Это прохождение было рекордсменом по затраченным попыткам. И пускай честность такого большого количества попыток все равно остается под вопросом, мол, нереально так сильно нубить на таком простом уровне, все равно именно это давало Le Chataign стимул идти дальше, а идти было еще очень далеко.
Прошло 6 месяцев с начала прохождения. В январе 2021 года Le Châtain ставит 31% и 63-100 новые прогрессы, которыми он гордился, но которые все ближе и ближе приближали его к главному чекпоинту – кораблю на 35%. Из-за 60 FPS данная секция представляет собой практически невозможное месиво из фреймперфектов, будто это часть какого-то нового топ-1 демона. Вообще, корабли в уровне были отдельной проблемой, но именно этот сегмент являлся самым сложным, что когда-либо проходили на 60 FPS. На привыкание и попытку прорыва через него и была потрачена основная масса попыток. И всегда, несмотря на то, сколько бы их не было потрачено, эта часть не доводилась до консистента. Но несмотря на эту и еще некоторые чекпоинты, прогрессы продолжали идти. Через месяц Le Châtain прошел полный экстеншн с 54% и поставил много новых других прогрессов. На них следующая сотня тысяч попыток завершается. Заметьте, насколько много тратится попыток на, казалось бы, простейшие прогрессы. При нормальных условиях игрок среднего скилла, достигая уже 200 тысяч попыток, мог бы пройти половину уровня с нуля, но из-за неприспособленности The Rapture к 60 FPS, в том числе из-за его чекпоинтов, получается совершенно печальная картина. Однако, если вы заметите, темпы продвижения уже не сходятся с конечными попытками. Le Châtain при 200 тысяч попыток для закрытия уровня в 2 рана не хватало лишь 32 промежуточных процента, что уже является достойным результатом. Сложнейший и самый затратный период заучивания уровня остался позади. Как раз достигая этого рубежа, кажется, будто демон мог быть пройден ближе к 600 тысячам попыток. Но откуда взялись еще дополнительные 400 тысяч? Неужели что-то помешало идти дальше? В мае 2021 года Le Châtain покупают новый ноутбук на день рождения, на котором почти сразу ставит прогресс в 13-46%, с дропа до дуала. Он пытался сделать этот прогресс больше 30 тысяч попыток и постоянно умирал на злополучном корабле, который просто не давал шансов. Он не видел конца этого прохождения, все более длинные раны казались совершенно недосягаемыми. Его следующей целью должен был стать забег с 46% до 100, но он никак не продвигался, пока в один день его жизнь не изменилась навсегда. В один майский день он проснулся с плохим самочувствием, встал и упал на пол. Он едва мог ходить, его разум мутнел и с каждым днем становилось только хуже. На выходных в конце мая я проснулся и упал на пол. Я едва мог ходить, поэтому большую часть недели пролежал в постели, где мне становилось только хуже. Меня повезли в больницу, там мне осмотрели уши, потому что уши в какой-то степени контролируют равновесие. Провели несколько поверхностных диагностик, но не нашли ничего странного. Поэтому меня госпитализировали, подумав, что какая-то проблема с моим мозгом, не знаю. Я не буду рассказывать о том, как было в больнице. В основном я проходил много обследований, некоторые из них были не очень приятными. Но в какой-то момент меня перевезли в другую больницу. Я вернулся домой примерно через месяц. Но все, что мне сказали, что это был какой-то рецидив, у которого не было причин, но который мог вернуться. Я был в инвалидном кресле. У меня были когнитивные проблемы, проблемы с глотанием, и я сильно уставал. Кроме того, я не мог сдать экзамены за год, поэтому должен был отучиться последний год в школе еще раз, но на этом не буду останавливаться. Моя семья меня очень поддерживала. Я не чувствовал себя слишком плохо из-за этого, лишь был сильно растерян, смирившись с моей судьбой. Внезапно я подумал, что мое путешествие за Rapture окончено. Я, выдохнув себе, сказал, что хотя бы далеко зашел. Последствия рецидива стали проходить. Я возвращался к привычной жизни, однако расслабляться было нельзя. Я не знал, с чем это было связано, но понимал, что оно еще вернется и будет со мной всю жизнь. В августе Le Châtain становится лучше. Он все каникулы проводил с семьей и оттого мог отдохнуть и восстановиться. Поэтому он возвращается к The Rapture и ставит 54-100% всего за 20 тысяч попыток с момента возвращения. Его историей вдохновились многие в комьюнити, особенно на сервере Low Refresh Rate листа, где в основном он и публиковал свои прогрессы. Он сильно мотивировался поддержкой других людей, оттого решил сделать новый забег с 46%. Этот ран казался ему невероятно сложным, в особенности из-за непреодолимых стрейтов. Ближе к 300 тысячам попыток он дошел лишь до 88%. Казалось, будто ран может вот-вот покориться, однако это была иллюзия.
3 месяца спустя, лишь при 370 тысяч попыток Le Châtain делает прогресс с 46% до 100. За 100 тысяч потраченных попыток на этот ран ему покорились почти все самые сложные части уровня. Это был огромный результат для того времени, и как вспоминал сам Le Châtain, люди, которые сомневались в нем год назад, начали верить, что он действительно может его пройти. Ему покорились почти все самые сложные части уровня, за исключением чертового корабля на 35%, который еле-еле мог поддаться. Он потратил почти 200 тысяч попыток, чтобы соединить уровень в 2 рана. Второй переломный момент прохождения наступает в декабре 2021 года. Le Châtain при 425 тысяч попыток делает безумный прорыв в 41%, а затем в 47%, несколько раз парируя злополучный корабль с нуля, и наконец соединяет уровень в 2 рана. К тому моменту он становится очень популярным игроком в кругах low refresh rate листа, специализированном на прохождениях без байпаса. Поддержка, данная игроками из этого комьюнити, укрепили убеждение: The Rapture должен быть пройден на 60 FPS. Оглядываясь назад, Le Châtain говорил, что такая прокламация была необдумана, и она вызывала очень много неприятностей в дальнейшем. Новые рекорды затмили ему глаза, но он не хотел предавать свои слова и тысячи попыток, потраченных на игру в конкретных условиях. Оттого, несмотря на его последующие долгие страдания, продолжал играть на 60 FPS до конца. Почти до конца. Тем временем его болезнь стала прогрессировать. В конце января у Le Châtain начались сильные боли в животе, вызванные новыми повреждениями в головном мозге. Проведенные МРТ и несколько других медицинских тестов вновь подтвердили рецидив. Он лежал на обследовании и лечении в больнице 2 недели, чтобы позже получить окончательный диагноз – рассеянный склероз. Он характеризуется повреждением нервных волокон головного и спинного мозга. Рассеянный склероз вылечить невозможно. Его симптомы можно уменьшить, но он останется на всю жизнь, поражая все новые и новые волокна. Это делает жизнь гораздо более утомительной. Внезапно начинают появляться фантомные боли, чаще болит голова и полностью теряется концентрация. Это превращает игру в ад и ведет к невероятной усталости, несравнимой с тем, когда, например, хочешь спать. Это чувствовалось невероятным испытанием, при котором само тело говорило тебе, что нужно остановиться. Имея 508 тысяч попыток, Le Châtain достиг прогресса в 29-79%, после чего перешел играть с нуля, чтобы лишь через 5 месяцев достичь 56% при 600 тысячах попыток. И вновь в течение игры его преследовали невероятные, будто от электрического разряда боли, которые усиливались, когда он на чем-то концентрировался или играл. Это были новые симптомы, заставляющие закончить прохождение и отойти от игры. 2 июня Le Châtain отступает от своих принципов и начинает финальный прорыв уже с FPS байпасом. За 2 дня с худшим фейлом на 70% он проходит The Rapture за 613 тысяч попыток, из которых 610 тысяч были сделаны на родных 60 FPS. Вместо сотен тысяч всего 3. Столько было потрачено на прохождение в условиях нового времени. Путешествие длиной в 1200 часов и 613 тысяч попыток окончено. Так бесславно. Он чувствовал себя преданным своими принципами, и это сильно тяготило его. The Rapture буквально впитался ему под корку головного мозга. Все сотни тысяч попыток и тысячи часов стали результатом буквального отторжения себя к этому уровню. Такой стимул я не объясню ничем. Это будто случайное скопление нейронов давало вечный сигнал не сдаваться и идти дальше, превратив игру в долг. Да, во всем вновь виноваты нейроны. Со временем Le Châtain начал привыкать к боли. Сначала ему было очень тяжело, как при первых рецидивах, но со временем становилось все легче. Ему выписали лекарства, чтобы уменьшить симптомы, отчего жить становилось лучше. А если внешние факторы больше не так чувствительны, значит можно возобновить то, что так сильно гложило его. 10 октября Le Châtain делает новый лучший ран в 39-100%. На этот прогресс ушло больше 50 тысяч попыток гринда, но все равно рубеж был покорен на родных 60 FPS. Осталось немного. Сделать последний прогресс, который положит конец прохождению. С дропа до 100. Этот прогресс пытался совершаться еще с самого начала прохождения. Именно эта контрольная точка забирала больше всего попыток. И именно она должна была положить конец противостоянию невероятно упорного игрока и невероятно крепкого уровня.
25 декабря Le Châtain делает ран с 13 до 89%, почти пройдя последний корабль. На этот момент попытки перевалили за 750 тысяч, и такой прогресс среди однотипных сливов казался просто нереальным. После 23-100% при 770 тысячах попыток. И наконец, после долгой борьбы с нуля, спустя 9 месяцев, новый рекорд в 65%. Именно с этого момента дальнейшие попытки считались не борьбой за выживание, а борьбой за прохождение. Апрель 23 года. Новые рекорды в 69, а после в 70%. Прорыв становится все более интенсивным, и снова никакого прогресса в течение долгого времени. И снова рецидивы возвращаются. Они не так болезненны, как раньше, но все равно сильно мешают жить. Из-за них сильно начинает воспаляться голова, в особенности от любой умственной нагрузки или концентрации. В такие периоды Le Châtain обычно играл в уровень пару дней, а потом отдыхал около недели, ибо иметь концентрацию долгое время было очень тяжело. Он думал, что победа близка как никогда, но ничего не мог сделать. Это его деморализовало. Именно в этот момент он удаляет все свои видео с ютуба, из-за чего большинство футажей в этом ролике является восстановленным фактом, нежели реальной записью. На рубеже в 914 тысяч попыток Le Châtain ставит 73% с нуля. Этот прогресс вселял в него надежду, но в то же время давал понять, что такими темпами победа придет не раньше, чем при миллионе попыток. Головная боль стала усиливаться, а игровые сессии стали еще более истощающими. Декабрь 23 года. Новый рекорд в 80%. Но сил больше не оставалось. Он понимал, что победа близка, но чувствовал, что с течением времени она уходит все дальше и дальше. Чудо не случилось вновь, и на этом все кончено. Во второй раз. Он вновь удаляет все свои видео с канала и сдается. Он также говорит, что уходит из комьюнити, потому что иногда вел себя по-детски и вызывающе по отношению к другим. Это было из-за и так тяжелой жизни, которая заставляла терпеть еще и физические проблемы. Из-за таких жизненных переломов он смог разобраться в себе, даже повзрослеть. Жизнь дала ему много уроков, в том числе никогда не сдаваться. Через несколько месяцев он почувствовал, что готов вновь преодолеть этот уровень. Немного поиграв, он дошел до 78%, и 2 июня его ждала та самая попытка. Я снова добрался до последней части, прошел волну на 79%, дошел до последнего комбо волна-корабль, прошел прямой пролет и все! Я сделал это! Let me! Yes! 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 Я не ожидал, что после 80% у меня есть шансы пройти дальше, но это стало для меня большим сюрпризом, и мне даже некоторое время потребовалось, чтобы понять, что произошло. Я наконец сдержал обещание, которое дал много лет назад себе и другим. Я закончил свое самое сложное и переломное достижение в моей жизни. Я многому научился в этом путешествии, встретил много замечательных людей. Оттого, вот и все. Я думаю, что многочисленные перерывы, которые я делал, очень помогли мне в этом. Прохождения занимают время, очень много времени, но я ни о чем не жалею. Я следовал за своим сердцем. Все эти 4 года, все эти 980 тысяч попыток.